Беспроводные наушники-вкладыши от производителя, который не нарушает своих традиций в плане дизайна. Сами вкладыши имеют качественные материалы и хорошую сборку. Высококачественный звук, режим низкой задержки с 3 видами работы, двойные микрофоны с поддержкой шумоподавления ENC и алгоритмом AI. Также я могу отметить отличную автономность и наличие мультипоинта с возможностью настроить его работу в приложении. Обо всем этом можно прочитать в рекламе к беспроводным наушникам под названием Xiaomi Feel CC Now. Но как на самом деле дела обстоят с этой конкретно моделью, я сейчас расскажу. Напоминаю, что прошлые модели Feel были просто великолепны. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, почта работает, AliExpress работает, даже работает доставка. Даже Kiwi работает. К слову, как по курсу 61 рубль за доллар, а не по 71, как AliExpress, нас стращает покупать. Можете посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в описании к видео. И барабанная дробь. Что это такое? Вы будете сильно и долго удивлены. Это Feel CC Nano. Это Xiaomi-шные наушники, притом реинкарнация уже, наверное, 4-я. Разумеется, здесь обещают у нас Bluetooth версии 5.2. К слову, есть уже 5.3. Разумеется, обещают 30 часов автономности с быстрой зарядкой. Помимо этого, функцию активного шумодава интеллектуального и еще много всего. Очень странно выглядит. Если честно, я сначала подумал, что не то мне пришло, что какая-то игрушка. Продолжают хайпить на боксе. Вы сейчас поймете, о чем я, если вы не видели. Продолжают улучшать, во всяком случае, подачу. Так это дело выглядело 2 года назад, так все еще это дело выглядит. И, разумеется, минус в том, что бокс становится довольно быстро грязным, если вы не аккуратны. Вот так примерно вы вытаскиваете наушники. Химией пахнет люто, к слову. И по комплекту, разумеется, здесь есть только кабель для зарядки, потому что для вкладышей амбушюры не нужны. И документация, которую мы сейчас достанем. Документация на английском. Нет. На английском они не захотели ничего делать, все на китайском. По программе я сразу скажу, что на FOPA она уже есть, и вопрос, работает ли она с этими наушниками или нет, это все еще открытый вопрос. По подаче все круто, но вот так будет выглядеть после того, как вы вытащите все из упаковки, и это нехорошо. По тому, как они в ушах сидят. Я посмотрю старые филовские наушники, если у меня еще остались, по-моему, остались. Разумеется, здесь нужно снять покрытие, вот это вот самсунговское называю покрытие. Почему? Потому что они любят все обклеивать. Вот Фил решил тоже все обклеить. Надеюсь, что это не какая-то заводская задумка из разряда «это необходимо» для чего-то там. Контакты все еще стандартные, никаких магнитных. Кто-то они еще и здесь заклеили, представляете? Зачем, непонятно, потому что контактные площадки сами не заклеены, а заклеена вот эта вот глянцевая внутренность. И посмотрим, какой нам кабель Type-C-шный закинули. Ну, разумеется, супер короткий, вопрос насколько. Стандартный по длине. Разумеется, диоды наверху. Все Ctrl-C, Ctrl-V. Надпись Feel горит. Я не помню, по-моему, не во всех версиях она горела. И, наверное, не настолько я счастлив, хотя первый обзор на Feel у меня набрал больше 100 тысяч просмотров. По той причине, что да, круто, да, сделали, а двигаться вперед. И химия все еще пахнет. Очень странно пахнет клеем, очень непривычно. Давно не ощущал ароматов Китая. Сколько не распаковываю, последний, наверное, месяц. В целом, я думаю, мне интересно, как и вам. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в прикрепе и в описании. Также мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, плюс болталка. Туда я выгружаю эксклюзивный контент, в основном рассказываю вам о новостях Алиэкспресса, о новостях техники и немного примеров, разумеется, смартфонов, допустим, Poco F3, с которым я сейчас хожу. Плюс в болталке 13 тысяч человек, так что можно и совета спросить. Но это лирика. Полетели. В продаже есть только одна расцветка, которую вы видите на экране. Но хорошо, что на Алиэкспрессе уже есть силиконовые кейсы в разных цветах. Зарядный бокс изготовлен из матового металла. Дизайн бокса остается неизменимо, открытого типа, без крышки. Габариты 45 на 43 на 19 мм. Вес его всего 30 граммов. Бокс довольно легкий и компактный, вдобавок в кармане не мешается. Тактильно материалы приятные и не маркие, что хорошо, но, конечно же, грязь будет постоянно
постоянно попадать во внутреннюю часть бокса. Из рук он не выскальзывает и потертости практически не собирает. Сборка качественная. На корпусе расположили краткую информацию мелким шрифтом, разъем для зарядки USB Type-C и название производителя, которое подсвечивается во время зарядки. И когда кладешь наушники в бокс, оно тоже светится. Светового индикатора заряда аккумулятора, к сожалению, нет. Достать одной рукой наушники из бокса можно, но неудобно это все. Если одной рукой держать бокс, а второй рукой доставать наушники, проблем никаких не возникает. Во внутренней части бокса находится два вертикальных места под наушники и по два контакта для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, магниты их удерживающие достаточно хорошие. Чтобы вытряхнуть наушники из бокса, нужно приложить усилия. Емкость аккумулятора бокса 450 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 44 минуты. Беспроводной зарядки на борту нет, что плохо. Наушники можно перезарядить от бокса 3 полных раза. Саморазряд я не наблюдал, что хорошо. Переходим к наушникам. Изготовлены уши по типу бокса. Дизайн строгий, и он мало чем отличается от младших моделей этой линейки. Если не сказать старших, тут непонятно, если честно. По какому принципу они называют наушники, хотя функционал здесь пошире. Габариты 32 мм на 16 на 17 мм по самым объемным частям. Ножка в размерах 32 на 6 мм. Металлическая сеточка на звуководе в наличии, что даже очень хорошо, и у меня она не отваливалась. Вес одного наушника 3,9 грамма. Посадка в ухе комфортная, но людям с большими ушными раковинами советую прикупить к наушникам силиконовые насадки для более плотной посадки. Прослушивать музыку в них можно до момента, пока они не сядут. Главное, громкость не выкручивать на 100%. При легкой пробежке из ушей не выпадают, но если сильно потрясти головой, то однозначно вылетят, что для вкладышей стандартный сценарий. На корпусе расположили два контакта для зарядки, LED-индикаторы, которые во время прослушивания музыки не мигают, лейбл, по два микрофона на каждом наушнике и сенсорную область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, за что отдельный респект, ответ сброс вызова и вызов голосового помощника. На нажатие наушники откликаются довольно хорошо и быстро. Отключить одиночный тап, к сожалению, нельзя. Из этого следует, что ложные нажатия не редкость. Летим дальше. Оснащены наушники динамическим драйвером на 13,1 мм с диафрагмой LDP. Сопротивление стандартное 32 Ома, частотный диапазон уже чуть-чуть нестандартный, 15 Гц до 22 кГц. И обычно у нас от 20 до 20 кГц. Так что здесь, по идее, над звуком получше поработали. Во всяком случае, по спекам. Чувствительность 126 дБ, что тоже нестандартно. Активного шумоподавления на борту нет, как и режима прозрачности, который здесь по умолчанию, потому что это вкладыши. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, но переподключение не бесшовное. Автоматически подключаются после извлечения из бокса с ранее сопряженным устройством. Анимации при подключении к смартфону нет, мультипоинт на два устройства на борту, что очень даже круто. Вдобавок его работу можно настроить в приложении. Датчиков автопаузы, к сожалению, и это эпичный фейл, не завезли. Озвучивание в наушниках сопровождается на китайском языке женским голосом. Емкость аккумулятора одного наушника 30 мАч, полный цикл зарядки занял по моим тестам 56 минут, отыграли наушники по кодеку AAC на 65% громкости 6 часов 14 минут, это прям очень круто. Быстрая зарядка на борту и за 5 минут в боксе, наушники в тех же условиях отыграли потом на этом заряде 1 час 7 минут. Далее, водонепроницаемость класса IPX4 только у наушников. Разумеется, я их окунул в проточную воду на 30 секунд, с ними ничего не произошло, весь функционал работает исправно, и внешне они никак не пострадали, но так делать нельзя, так делать можно только когда IPX7 или 8, но точно не когда 4. Дождика они просто не боятся. Далее, для удобного использования нужно установить приложение Feel Plus. Скачать его можно, отсканировав QR-код в инструкции, но данное приложение на китайском языке. В интернете можно запросто найти и скачать приложение, которое доступно уже на английском языке. В нем нам предоставили 3 вкладки. На первой вкладке отображается заряд аккумуляторов наушников и бокса по отдельности, что даже очень хорошо, но не в процентах. Вторая вкладка имеет окошко с навигацией по плейлисту и регулировкой громкости, а также окошко с кастомным 10-полосным эквалайзером, за что отдельное спасибо. Эквалайзером с 3 режимами — это акцент на бас, стандартное звучание и акцент на высокие частоты. Предустановочки ничего такие. Но это еще не все. Также есть 12 готовых пресетов. Третья вкладка — это настройки, в которых можно включить-выключить готовый пакет тапов, режим низкой задержки с 3 видами его и настроить режим работы Bluetooth наушников. Обновить прошивку приложений можно, но мне лично обновление пока не прилетало. Хотя наушники свежие, это и не удивительно. Bluetooth почти последней версии 5.2, уже есть 5.3, в телефонах тоже я его встречал. Из кодеков на борту AAC и SBC через 2 стены от источника наушники не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube с включенным видеорежимом приемлемая. В играх задержка с включенным игровым режимом практически незаметна, играть очень даже комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны с шумоподавлением ENC и алгоритмом искусственного интеллекта окружающие шумы глушат неплохо, но не ветер. Ветер для них является просто очень сильной проблемой, и примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов PhilCC Now, можно сказать, что это прям эталон того, как должны выглядеть классные вкладыши. Эти беспроводные наушники мне всегда нравились, но напоминаю, что дизайн они особо сильно не меняют, точнее, они вообще его не меняют. И если раньше у меня было эмоций море, я думаю, как у всех остальных, когда дизайн не меняется, эмоций становится меньше. Но если вы не видели подобные наушники, если вы не слышали, как они могут отрабатывать, допустим, микрофоны вот сейчас вот отрабатывают у меня в студии. Здесь я записываю звук, и когда вы слышите то, что может записывать шуровский микрофон во время распаковки, вот в таких же условиях сейчас я пишу то, как могут отрабатывать их микрофоны в идеальных условиях. Разумеется, на улице тесты будут сейчас. Смотрим. Пример работы микрофонов PhilCC Now. Мне везет, здесь мимо проезжают машины, это хорошо. Плюс довольно сильный ветер. Разговаривают они со мной на чисто китайском языке. Возможно, глобалка будет. Еще раз повторяюсь, почему у меня нет безумной радости в течение всего обзора и даже в течение скрытия этих наушников, по той причине, что я их вижу уже больше года. У них было, получается, где-то 4 инкарнации. Это самое дешевое. Выглядит не хуже, по размеру меньше. И по большому счету программа есть уже на русском переведенная. Да, нужно качать на FOPA, да, здесь бокс, который забивается грязью, если вы неаккуратно носите, если аккуратно тоже. И в принципе, если вам такая брутальная а-ля форма нравится, то welcome, мне лично заходит, а не внешне, потому что после всех этих блестящих белого цвета, там, не знаю, каких-то глянцевых поверхностей, поверхностей с зеркальной штуковиной, как R3, у Редмиков, помните? Ну вот это вот просто вставил в уши, вкладыши, топчик, цвет, блеск, красота. Смотрим. Звучание. Запаса громкости хватит каждому, как по мне. Я прослушал музыку максимум на 65%. Стоковое звучание без применения эквалайзера звучит приятно. К слову, на эквалайзер данные наушники откликаются очень хорошо, так что подкрутить звучание под свои предпочтения можно без проблем. Вернемся же к наушникам. Помним, что это вкладыши, и для них бас с глубокой многослойностью — это редкость. Звук здесь детализированный, с ощущением объема. Сцена средняя, высокие частоты, как и средние, с отличной проработкой. Находятся они на своих местах. Баланс присутствует и неплохой. Незначительная каша появляется только если выкручивать громкость выше 90%. Наушники хорошо справляются как с электронной музыкой, так и с вокалом, и с музыкальными инструментами. Вообще для вкладышей у них здесь баса более чем достаточно, но все равно Huawei FreeBuds 4 по мне звучат лучше. Хотя на вкус и цвет раз товарища, как вы знаете, все фломастеры разные, это раз, а два, они очень близки. Опять же, возвращаясь к тому моменту, что это вкладыши, и для вкладышей они, правда, звучат очень хорошо. Из минусов: нет датчиков автопаузы, нет кодеков высокой четкости, нет активного шумоподавления, как в тех же Huawei FreeBuds 4, нет беспроводной зарядки бокса, и в бокс забивается грязь, что вполне логично. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, я не буду ее озвучивать, потому что смысла никакого, учитывая качели с курсом. Во всяком случае, покупать дешевле сегодня на Киви. На Киви курс сегодня 73 у доллара, на Али 79. Как будет завтра, неизвестно, потому что были дни, когда Киви дороже. Поэтому следим за телеграм-каналом взаимопомощи. Я вас там информирую, через что сейчас выгоднее покупать. И что вообще сейчас работает, потому что иногда какие-то карты просто отваливаются. Резюмирую. Беспроводные наушники Xiaomi PhilCC Nano TVS, конечно же, внешне ничем не отличаются от PhilCC первого поколения. Но несмотря на это, выглядят они однозначно интересно. Большой плюс за наличие мультипоинта, полноценного набора нажатий, неплохого приложения с хорошим эквалайзером и режимом низкой задержки. Звучание и автономность также остались на высоте. Я считаю, что наушники цвет, блеск, красота. Не забываем подписываться на канал, пишите в комментариях, на что еще сделать обзор. Приходите сегодня на розыгрыш 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.